Друзья, всем привет! У нас с вами сегодня особенное видео. Сегодня мы с вами рассмотрим такую замечательную квартиру, которую можно превратить в работающий бизнес с высокой рентабельностью. У нас сегодня с вами на обзоре квартира в моем самом любимом районе в Аликанте, в Пуа-де-Бон-Репос. Я сам живу в этом районе, и мне очень нравится богатая инфраструктура данного района. Немножечко о нашей сегодняшней квартире, об объекте. Это у нас 4-й этаж без лифта. У нас 3 комнаты, гостиная, балкон, кухня, туалет. Ну, в общем, стандартный объект. Но в данном стандартном объекте есть возможность инвестиционного решения как создание студии. Наши инвестора, друзья, владеют уже более 20 студиями здесь, в Аликанте, а точнее именно в этом районе, потому что этот район пользуется большим спросом в аренде. И именно из-за этого наши друзья-инвестора скупают здесь недвижимость и строят студии, чтобы получать высокую рентабельность и достаточно большой пассивный доход. Хочется немножко прокомментировать, что каждая студия наших друзей сдается по 650-600 евро в месяц, в зависимости от студии, от этажа, от состояния дома и так далее. Данный объект недвижимости можно будет легко сдавать по 650 плюс коммунальные услуги, либо с коммунальными услугами. Квартира большая, достойная, то есть студии будут не маленькие, они будут светлыми и очень хорошими. Давайте же поговорим немножко про инфраструктуру данного района. Как вы видите, вокруг меня много зелени, много такой инфраструктуры, как автобусы, трамвайная остановка в минуте отсюда. Археологический музей с правой руки от меня и также магазины, торговый центр Плаза Мар, который находится по ту сторону, гора Монте-Винокантиль а-ля Санта-Барбара и вообще много-много другой инфраструктуры, которая находится здесь, и здесь ее сосредоточение. Поэтому, друзья, инвестора, пожалуйста, присмотритесь к данной квартире. Я рекомендую рассматривать эту квартиру именно как инвестиционный вариант под бизнес, потому что можно ее, конечно, отремонтировать, сделать в ней косметику и сдавать как обычную квартиру, но у нее большой потенциал, и именно из-за этого я вам рекомендую присмотреться к ней как к возможности создания бизнеса и диверсификации вашего капитала в зарубежную инфраструктуру. Друзья, вот мы уже и поднялись на наш 4-й этаж. Это у нас 4-й этаж без лифта. У нас тут при входе такая вот деревянная дверь, домофон и электросчетчик. Но это абсолютно не важно, что здесь сейчас. Нужно смотреть вдаль и думать о том, что здесь может быть в будущем. А я вам предлагаю из этой квартиры сделать 3 замечательные студии. Не важно, что здесь сейчас гостиная, здесь комната. Это все просто пустые перегородки, которые можно сносить. Это не несущие стены. И здесь можно построить одну полноценную студию. В этой квартире она будет самая козырная, потому что здесь эти окна дают на улицу архитектора Видаль. И, конечно же, здесь видно Санта-Барбару. Ну и вообще это будет солнечная сторона, где будет много света, так как это 4-й этаж. Хоть это и последний этаж, и могут быть нюансы с крышей, я все же вас направляю и наставляю на то, что это хороший инвестиционный вариант, потому что именно локация спасает данную квартиру, потому что мы находимся рядом с археологическим музеем. Здесь, кстати, у нас сейчас балкон, но, как я уже сказал, это абсолютно не важно, что здесь, потому что это все надо снести. Ну, вы видите, что квартира в таком подуставшем состоянии. Да, то есть надо все снести, сделать либо капитальный ремонт и сдавать ее за 700-800 евро в месяц, или же сделать 3 студии, вложиться, да. Каждая студия будет стоить, ну, где-то примерно 20 тысяч евро, хотя вы можете сделать ее и дешевле, если у вас есть опыт в стройке, если вы когда-то занимались строительством и умеете делать ремонты дома, вы можете, конечно, сделать
студии и дешевле 20 тысяч. Это уже с мебелью, то есть полностью введенная в эксплуатацию студия. То есть, представьте, стоимость квартиры, да, с налогом, с работой, там, со всеми переоформлениями, плюс 60 тысяч на 3 полноценные студии, и вы будете получать в месяц 1950 евро с данного объекта. У наших инвесторов уже под управлением более 20 объектов по Аликанте, точнее по этому району. Они спокойно получают пассивный доход в 2000 евро в месяц, не парятся, и у них постоянно полная загруженность. Поэтому, друзья, обратите внимание на данный объект. Он очень хорошо делится, то есть вот это вот помещение, где мы были, это первая студия. И дальше мы пошли, вот эти вот все стены, они все, это просто перегородки, они не несущие. То есть мы это все сносим, и из вот этого вот всего пространства, да, делаем две полноценные, не такие светлые студии, но тем не менее большие. То есть вот это вот светлое, ее можно даже за 700 будет сдать, а вот эти две по 650 плюс коммуналка. Давайте посмотрим все-таки, что у нас здесь имеется внутри, но это, конечно же, тот вариант, когда нужно это все действительно выкинуть и проинвестировать в студию, потому что сейчас это достаточно популярная тема, и сделать, ну, просто ремонт из квартиры, ну тоже можно, но как бы я рекомендую все-таки прислушаться к тому, что я говорю. Смотрите, обычная комната, здесь такое недоделанное окно, то есть квартира, да, действительно уставшая после ремонта, но локация ее спасает. Вот это первая комната, нет, это вторая, первую мы уже видели в гостиной. И проходя дальше, то есть, ну, на стенах готеля, понятное дело, все, ну, белое, но видно, что, да, нуждается в ремонте. Это у нас туалет. Здесь душ, вот такой вот душ, полки. И, конечно же, вентиляционное окно. Это, кстати, счетчик водный. И, ну, вот самый обычный такой санузел, хотя по испанским меркам он даже достаточно большой. Вот, выходя из душа, мы проследуем в нашу гостиную. Нет, не гостиную, а в кухню, извиняюсь. Кухня тоже не маленькая. И здесь можно даже, ну, я не знаю, ну, танцевать вальс. Ну, ей-богу. И есть еще дополнительное продолжение. Это наша галерея с видом в патио. На 100 литров обогреватель водный, да, электрический. И вот это вот самое окно, это то самое окно в вторую комнату, где мы уже были. Патио достаточно чистое, бывают патио куда хуже в разы. Здесь же коммунидат заботится о состоянии здания и вкладывает и инвестирует деньги в поддержание хорошего состояния в здании. Собственно, это все сносится. Просто самые обычные перегородки, которые, ну, кувалдой снесется за 2 минуты. И это последняя комната. То есть это здесь будет третья финальная студия. Она будет не такая солнечная, как первая, но и не такая темная, как вторая, потому что здесь другое патио. Это патио еще более солнечное и еще более большое. Оно полуоткрытого типа, то есть перед нами есть здание, но вот там вот открытое пространство, я чуть позже подсниму. И из-за этого сюда попадает достаточно много света, из-за того, что это также 4-й этаж. То есть вы видите, комната, ну, не пещера, она выглядит достаточно хорошо, но нуждается в том, чтобы либо здесь сделали хороший капитальный ремонт, либо чтобы проинвестировали и создали готовый бизнес-проект в виде студии. Собственно, друзья, вот такая вот у нас сегодня на обзоре была замечательная квартира. Присмотритесь к этому объекту, прислушайтесь к моим инвестиционным рекомендациям и обязательно обращайтесь к нам за подробной информацией. Я вам хочу напомнить, что полное описание и вся подробная, доступная, публичная информация находится в описании под данным роликом. Там цена, стоимость коммунидат, IBI и вообще все, что вам нужно. Поэтому, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Поддерживайте мои видео, чтобы больше инвесторов, заинтересованных в Испании, в Аликанте, увидела данное видео. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.